Сегодня воскресенье, а значит время новостей. Начнем сегодня с Кореи. Там разразился скандал с актером Сон Гон Ю. Он передан в прокуратуру за пьяное вождение. Актера Сон Гон Ю можете знать по главной роли в фильме «Разведчик». А сейчас с ним выходит драма «Дефектные». И этот актер был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде. Он проехал около 5 километров с уровнем алкоголя в крови выше нормы 0,08%. Сообщением СМИ дело передано в прокуратуру, и многие переживают, что инцидент совпал с выходом его новой дорамы, которую могут забойкотировать. Актер Йон Джин Гу случайно подписался на порно-аккаунт. Актера Йон Джин Гу можете знать по дораме «Отель Дель Луна». И на прошлой неделе он вызвал ажиотаж в сети, когда его аккаунт в X был замечен подписанным на порно-архив. Даже владелец этого аккаунта якобы обратился к нему, предположив, что подписка была случайной. Конечно же, Йон Джин Гу отписался от аккаунта, но в сети это быстро разлетелось с обсуждениями. Представители актера пояснили, что аккаунт ведут сотрудники, и это была случайная ошибка, и проблемная подписка уже удалена. А сам же актер сейчас занят съемками в новом шоу «Великий побег». В дом Ли Бён Хона и Ли Мин Джон в Лос-Анджелесе проникли грабители. Ли Бён Хона можете знать по игре в кальмара, а его супругу Ли Мин Джон «Вернись от Джесси». Так вот, Ли Мин Джон рассказала на своем YouTube-канале, что в прошлом году их дом был ограблен. Злоумышленники разбили стеклянную дверь, пока Ли Бён Хён отсутствовал. К счастью, серьезных потерь не было, но инцидент напугал семью. Это преступление предположительно является частью серии ограблений в богатых районах Лос-Анджелеса. После произошедшего пара усилила меры безопасности, установив стальные жалюзи. Актер Ли Джун Йон испытал неловкий момент на премии «Синий дракон». Джун Йона можете знать по последним ролям в «Слабом герое 2» и «Круглосуточном спортзале». На церемонии вручения наград произошел забавный инцидент. Актер Ли Джун Йон ошибочно вышел на сцену, чтобы получить награду «Популярная звезда», предназначенную Ли Джун Хёку. Можете знать по последней дораме «Идеальный секретарь». И, кстати, рекомендую к просмотру. В общем, из-за схожести имен и, возможно, нечеткого объявления Ли Джун Йон поднялся на сцену, но быстро осознал ошибку, когда Ли Джун Хёк начал идти к награде. Затем Ли Джун Йон сбежал со сцены, чтобы передать трофей настоящему победителю, и этот неловкий момент рассмешил многих пользователей сети. А некоторые фанаты выразили недовольство ведущими, которые допустили эту путаницу. Ну а я, честно говоря, выдала бы награду обоим актерам. Джун Йон в этом году уже многими ролями порадовал многих зрителей, и более подробно я рассказывала в этом видео. Но вернемся к новости. Позднее ведущего раскритиковали за шутку после путаницы с наградой. Дело в том, что ведущий этой премии, который неправильно произнес имя, пошутил над Джун Йоном, который по ошибке вышел на сцену. Зрители посчитали комментарий ведущего неуместным и унизительным. Его инстаграм-аккаунт был завален требованиями, извинений и негативными комментариями. Ну а я, хоть и не кореец, но тоже за извинения от ведущего. Кто видел ролик, тот меня поймет. Мне было жаль Джун Йона. На видео видно, как ему было некомфортно, и он сильно смущался. Видео, кстати, есть в болталке в Телеграме. Кому интересно, заглядывайте. Ссылка на ролик есть в описании. Пак Ба Йон и Джин Йон шокировали фанатов слишком реальной фотосессией. Звезды хитовой дорамы «Неизвестный Сеул» Пак Ба Йон и Джин Йон вновь привлекли внимание фанатов. Их новая фотосессия для Элли Корея, демонстрирующая невероятную химию и тесное взаимодействие, заставили многих усомниться в чисто платоническом характере их отношений. Фотографии, создающие атмосферу винтажных полароидов, усилили впечатление романтики и близости. Зрителей поразило, что актриса слишком откровенно лежит на актере между ног. Ну а я не кореец и просто улыбнулась с этой новости. И даже если они будут вместе, буду за них только рада. Джи Джан Ук помог ребенку на эскалаторе, и история завирусилась в сети. Джи Джан Ука, думаю, все знают по Хиллеру или из последних дорам Каннам. И, кстати, не рекомендую к просмотру эту дораму, мне она не понравилась. Но вернемся к новости. Актер стал героем вирусной истории, распространившейся в X. Мать ребенка, устроившего истерику на эскалаторе в аэропорту, рассказала, как актер подошел, взял ее сына за руку и помог ему спуститься, спасая ее от сложной ситуации. Очевидцы подтвердили добрый поступок актера, а сам актер, по сообщениям СМИ, возвращался из Тайбэя и сейчас занят съемками в новом сериале от Netflix под названием «Скандал». Что ж, хороший поступок, который, думаю, повысит популярность актера.
Ча Ину из Астро, известный по дораме «Истинная красота», просит фанатов не забывать его перед армией. На днях в Телеграм я скидывала новость, что Ча Ину коротко подстригся перед армией, и любой актер, уходя в армию, естественно же боится потерять популярность. Поэтому и Ча Ину обратился к фанатам с просьбой не забывать его, пока он будет служить в армии. В личном сообщении через мессенджер, которое быстро разошлось по сети, Ину написал: «Мой альбом, фильм и дорама выходят. Пожалуйста, не забудьте меня». Эта просьба вызвала бурную реакцию среди пользователей сети, которые сочли ее абсурдной, так как, по их мнению, забыть такую звезду просто невозможно. А по сообщениям СМИ, Ча Ину будет зачислен в армию 28 июля. А вот воинская служба Рауна отложена из-за состояния здоровья. Рауну можете знать по дораме «Суждено быть с тобой», и его военная служба якобы отложена. По сообщениям СМИ, за 2 недели до запланированной даты призыва 21 июля он прошел медосмотр, получив 7-ю категорию годности, что означает необходимость повторного обследования из-за серьезных проблем со здоровьем. Его агентство заявило, что Раун немедленно подал возражение и пройдет повторный тест в начале августа, стремясь как можно скорее выполнить свои воинские обязанности. И если по результатам повторного осмотра он будет признан негодным к действительной службе, это может осложнить его планы на возвращение к деятельности. Но мне, честно говоря, непонятно такое рвение. Если уж военная комиссия нашла проблемы со здоровьем, почему бы не подлечиться? Все же у звезд довольно-таки жесткий график, да и на диетах они постоянно сидят. Ли Дон Уку приписывают свадьбу, бурные фантазеры. Актер Ли Дон Ук вызвал бурную реакцию в сети своими комментариями о комедиантке Чан Да-йон. На шоу ведущая сказала, что одна комедиантка хорошо общается со всеми актерами на своем шоу, на что Ли Дон Ук пошутил, сказав, что Да-йон любит его больше всех. Это заявление подогрело слухи об их химии, и фанаты в сети стали обсуждать их возможную свадьбу. Я, конечно, Ли Дон Уку тоже желаю найти свою любовь, но приписывать свадьбу из-за одной фразы — это уже как-то слишком, хотя корейские фанаты меня уже ничем не удивляют. И, кстати, с Ли Дон Уком сейчас выходит дорама «Славный малый». Кто смотрит, делитесь впечатлениями, как вам дорама. Ну а мне, честно говоря, как-то пока не особо и интересно. В мире кино тем временем Чой Хён поделилась закулисными кадрами с Чу Йон У из дорамы «Вверх тормашками», вызвав огромный ажиотаж в сети. Звезды хитовой дорамы «Вверх тормашками» вновь в центре внимания благодаря своей химии. Актриса опубликовала закулисное видео, где она восхищается полуобнаженным Чу Йон У с его разрешением. Это видео вызвало бурю эмоций у фанатов, подчеркивая их комфорт друг с другом и усиливая разговоры об их экранной и потенциально внеэкранной химии. А мне кажется, актеры, которые уже играли хоть раз вместе в другой дораме, чувствуют себя намного раскрепощеннее, поэтому и химию им передать легче. Напомню, эта парочка играла вместе в дораме «Школа 2021», и их игра там тоже была на высоте. А еще новичок Чу Йон У возглавил рейтинг репутации актеров. Напомню, что актер дебютировал всего в 2021 году, но уже стал самой обсуждаемой фигурой в корейской индустрии развлечений, возглавив июльский рейтинг репутации актеров. Он обошел таких мэтров, как Ли Джон Дже и Ли Бён Хон, которые били рекорды после игры в кальмара. И это все благодаря череде успешных проектов, включая «Герои по вызову», «Пощады нет никому» и «Вверх тормашками». Его стремительный взлет свидетельствует о неоспоримом таланте и массовой привлекательности. Я тоже смотрю «Вверх тормашками», хотя изначально не планировала, потому что думала, это китайский ремейк. Но здесь сюжет совершенно другой и довольно-таки интригующий, буквально с первой серии. Ну а позже, конечно же, начались обнимашки, и их довольно-таки много. В общем, дорама нравится, актеры все прекрасно играют, а кто тоже смотрит, делитесь впечатлениями. Декс раскритикован за актерскую игру в новой дораме. Декс или Ким Джин Йон, участник шоу «Ад для одиночек», столкнулся с критикой за свою актерскую игру в новой дораме «Дефектные». Несмотря на то, что его экшн-сцены и роль злодея были восприняты хорошо, пользователи сети назвали его игру жесткой и неловкой, а еще непрофессиональной, особенно отметив его походку и недостаточную подготовку к роли. В то же время ходят слухи, что Декс рассматривает возможность съемок в другой дораме вместе с Сьюзи. По этой дораме сказать ничего не могу, еще не приступала к просмотру,
Но дорама короткая, всего 8 серий, и вышло уже 2. А кто посмотрел первые 2 серии, делитесь впечатлениями. Фильм «Всеведущий читатель» подвергся критике после утечки сцены. Накануне премьеры фильма «Всеведущий читатель» в сети появилась сцена с участием Ли Мин Хо и Ан Хё Сопа, вызвавшая шквал негативных комментариев. Зрители раскритиковали качество съемки, назвав сцену похожей на рекламу из-за отсутствия креативных ракурсов. Фанаты оригинального вебтуна также недовольны тем, как изображены некоторые персонажи, считая, что сценарии не соответствуют оригиналу. Напомню, что фильм уже сталкивался с другими спорами, включая замечания в адрес игры Джису из Blackpink и изменения ее персонажа в фильме. Хотя, несмотря на всю критику, еще до проекта в прокате фильм показывает неплохие результаты. По данным от 24 числа, фильм занял первое место в прокате, собрав 122 491 зрителей. Ну а нам остается только дождаться перевода. А кто уже посмотрел с субтитрами, делитесь впечатлениями, так ли явно плохие сцены. Ну и теперь к новостям Китая. Тайский актер Джан Ин Ян казнен за убийство несовершеннолетней девушки. По данному актеру мало информации нашла, только то, что он снимался в дораме во время снежной бури. Но вернемся к новости. По сообщениям некоторых источников, этот актер стал первой известной знаменитостью в материковом Китае, казненной за убийство. Он якобы был приговорен к смертной казни за убийство 16-летней девушки в феврале 2022 года и попытки инсценировать самоубийство. Суд признал его действия чрезвычайно жестокими и повлекшими серьезный социальный вред, отметив также историю эмоционального манипулирования и угроз в адрес жертвы. Казнь состоялась еще в декабре 2024 года, но информация более открытая и стала только сейчас. Многих удивило то, что, несмотря на приговор, Джан не был включен в официальный черный список опозоренных знаменитостей, и некоторые его работы до сих пор якобы доступны публике на платформах. Честно говоря, у меня мурашки по коже от таких новостей, и сразу вспоминается фильм «Зеленая миля». Кто смотрел, думаю, поймут меня. Ну а теперь к другим новостям. Лю Юйнин провел концерт с признаниями. На своем концерте певец и актер, известный по последней хитовой дораме «Сон во сне», эмоционально рассказал о начале своей карьеры. В 2006 году он в возрасте 16 лет приехал из Даньдуна в Шэньчжэнь в поисках работы. И свою первую зарплату 800 юаней, а первый месяц всего 200 юаней, он потратил на покупку гитары за 180 юаней. Юнин признался, что жил в крошечной комнате площадью 13 метров в квадрате вместе с 13 людьми, работая поваром, официантом и раздавая флаеры. Перенес пневмоторакс и, не имея денег на лечение, временно вернулся домой, пережив физический и моральный упадок. А сегодня он собирает стадионы на своих концертах, занимает ведущие позиции в китайской индустрии развлечений на той же сцене, где раньше выживали его мечты. И эта мотивирующая история потрясла публику. А еще в недавнем прямом эфире Лю Юйнин обрушился с критикой на индустрию, чрезмерно ориентированную на показатели просмотра, стримы и чарты. Он подчеркнул, что высокие цифры не всегда означают, что люди действительно смотрят или наслаждаются шоу. Артист выразил беспокойство, что такое внимание к данным создает давление и отвлекает от сути, историй, персонажей и качества актерской игры. По его мнению, зрителям важно возвращаться к простой радости от просмотра, не поддаваясь влиянию статистических рейтингов. А в завершении прямого эфира он сказал: пусть индустрия вновь сосредоточится на подлинных эмоциях, а не на цифрах. Дилираба выиграла в суде. Дилираба более известна по дораме «Легенда об Анле», и в июле 2025 года она выиграла 2 судебные тяжбы против интернет-пользователей, распространявших ложные обвинения и оскорбления в ее адрес. Один из ответчиков был обязан выплатить 8159 юаней и публично извиниться, но после его отказа было вынесено принудительное исполнение. Второй должен был выплатить 20 тысяч юаней и опубликовать официальные извинения. Он также не выполнил требования, и суд принял меры принудительного выполнения. В итоге общая сумма компенсации превысила 28 тысяч юаней, и обе стороны проиграли дело окончательно. Суд подчеркнул, что свобода слова не включает право на клевету, а комментарии также попадают под закон, если они являются ложными и оскорбительными.
Фанаты и общественность высоко оценили усилия актрисы, назвав это важным шагом против кибербуллинга. А Дилираба умничка, я думаю, это будет хорошим примером для тех, кто любит пообзываться в комментариях. Хочу также напомнить, что с ней ожидаются сразу 2 новинки, которые уже прошли цензурную проверку: «Меч и роза» и «Любовь на бирюзовой земле». Дунь Сюань снова вышла замуж после громкого развода. Дунь Сюань, кстати, сейчас играет маму Джан Лин Хэ в дораме «Вишневый янтарь». И меня, как мать, она прям подбешивает. Но вернемся к новости. Актриса якобы вышла замуж во 2-й раз, спустя 6 лет после громкого развода. Ранее она была замужем за актером Гао Юньсяном, последний из дорам от 23 года «Сын героя». И этот актер был обвинен в сексуальном насилии в Австралии. Позднее все же был оправдан, года не сообщаются. И по сообщениям СМИ, Дун Сюань поддерживала бывшего мужа, даже помогала внести залог, за что получила прозвище «Королева прощения». С первым мужем она все же разошлась, и якобы, несмотря на обещания подругам только встречаться, но больше никогда не выходить замуж, Дун Сюань недавно подтвердила, что снова связала себя узами брака. Ее вторым мужем стал актер Чан Вэн И, который младше ее на 9 лет. По данному актеру мало информации нашла. На ру-сайтах заявлено, что он снимался в «Затерянной гробнице» и в фильме «Мир там, где ты». А кто его знает еще по каким-то дорамам, делитесь в комментариях. По слухам же, роман между актерами начался после совместной работы в сериале «Следователь 3» от 23 года. И якобы пара провела частную свадебную церемонию и зарегистрировала брак 21 июня 2025 года. Слухи не слухи, а если парочка счастлива, то пожелаем им крепкой семейной жизни. Звезды дорам «Первый мороз» и «Скрытая любовь» объединились в шоу. Актеры Джан Джон Нань из «Первого мороза» и Ма Бо Цзянь из «Скрытой любви», которые по логике должны были сыграть парочку в «Первом морозе», приняли участие в шоу «Наше общежитие». Их взаимодействие, напоминающее отношения от любви до ненависти, вызвало восторг у фанатов, которые назвали это фантастическим объединением 2 хитовых дорам. Особенно запомнился момент, когда Ма Бо Цзянь заявил, что тренируется, чтобы раздеваться для девушек, на что же Нань прямо ответила: «Мы и правда не хотим смотреть на это». Актеры демонстрировали забавные перепалки, при этом Жо Нань явно старалась избегать любых намеков на флирт с Бо Цзянем, что, по мнению фанатов, связано с ее предполагаемым романом с Бай Цзиньтином, партнером по дораме «Первый мороз». И несмотря на слухи о романе между Бай Цзиньтином и Жо Нань, динамичный дуэт Бо Цзяня и Жо Нань в последнее время часто попадает в тренды. Напомню, в прошлый раз эта парочка привлекла много зрителей, когда они общались в прямом эфире. И Ма Бо Цзянь спрашивал, кого бы Жо Нань сама выбрала для роли парня для игры в «Первом морозе», отчего публика тогда очень сильно взорвалась. Джан Лин Хэ отказался целовать Чжао Цзин Май на съемках «Вишневого янтаря». Сейчас выходит дорама «Вишневый янтарь», и, конечно же, в сети появляются различные промо по этой дораме. И в одном из роликов Джан Лин Хэ рассмешил фанатов своим ответом на предложение режиссера добавить поцелуй в дораме. Во время съемки одной сцены, где, по мнению режиссера, главному герою не хватало взаимодействия с героиней, и режиссер предложил Джан Лин Хэ поцеловать партнершу, на что актер смущенно ответил: «Я? Целовать? Ее? Нет, до свадьбы нельзя целоваться». Но, несмотря на это, в дораме есть сцена первого поцелуя между персонажами, после которой Джан Лин Хэ неожиданно уезжает в Гонконг, оставляя Цзин Май в слезах. Зрители так и не поняли, про какую сцену тогда имелось в виду, и стали предполагать, что когда еще главные герои были школьниками. Сама же дорама приближается к финалу, но некоторые зрители недовольны малым количеством экранного времени Джан Лин Хэ, особенно после отъезда его персонажа, надеясь на большее его присутствие в оставшихся сериях. Ну а я напомню, что дораму урезали с 40 серий до 24. Также эта парочка подогревает слухи о романе вне экрана. Актеры снимаются вместе уже не первый раз. Также они снимались в дораме «Великая принцесса». И после совместного фан-инвента в Пекине они вызвали волну слухов о романе в реальной жизни. На мероприятии парочка демонстрировала невероятную химию, воссоздавая романтические сцены из дорамы. А Чжао Цзин Май даже помогла Джан Лин Хэ наносить помаду. Несмотря на то, что актеры шутливо называют себя очень близкими друзьями,
Их комфортное и тесное взаимодействие заставило поклонников активно обсуждать их возможные отношения. Не спорю, все отношения на промо выглядят очень химичными, но мы-то с вами уже знаем, что это всего лишь игра для продвижения дорамы, ведь конкретно «Вишневый янтарь» так и не поднялся по рейтингам выше. А вот дорама «Записки об утреннем снеге» стала хитом и продолжает набирать популярность, набрав более 10 тысяч баллов по популярности на платформе вещания. Она якобы даже обошла другие июльские сериалы, став летним блокбастером. И как сообщает источник, в связи с успехом дорамы, платформа запускает специальное варьете-шоу с участием главных актеров, где они в современном сеттинге будут расследовать кражу и искать крота среди своих. В трейлере видно, как парочка из дорамы забавно подозревают друг друга и проявляют свои варьете-таланты. Ну а я хочу добавить, что дорама меня тоже зацепила. Я продолжаю ее смотреть, и она меня, честно говоря, сильнее впечатлила, чем «Вишневый янтарь». Хотя последняя дорама все же больше жизненная, и я посмотрела уже 17 серий, и мне кажется, что Чан Лин Хэ уже пожалел, что в юности не слушал свою мать. Теперь ему приходится работать на стройке. Хотя по сюжету там немножечко интригуют. Возможно, ему приходится работать не просто так, а потому что кто-то из его родителей болен. Но это всего лишь мои догадки. Ну а кто смотрит обе эти дорамы, делитесь впечатлениями. Ну а кто не хочет лишней драмы и кого не устраивает ковыряние в костях, могу порекомендовать еще дораму «Уравнение любви» с Ирен. И кто бы что ни говорил, что актриса неприятна, мне она очень нравится, и от ее дорамы, и от улыбки у меня всегда поднимается настроение. И вот эта вот новая дорама с ней тоже веселая и позитивная, о первой любви в студенческих годах. Хоть и есть там нотки драмы, но нам как раз-таки показывают, что, несмотря ни на что, героиня не унывает и остается позитивной. Своего рода такая дурашка-милашка, которая лично мне очень нравится. Ну и по сюжету, конечно же, первая любовь, тайная переписка через книгу и поддержка друзей в трудную минуту. Ну а кто начал смотреть «Уравнение любви», тоже делитесь впечатлениями. Вот такая новостная неделя выдалась в Азии. Благодарю за просмотр. Всем добра, всем пока!